Итак, всем добрый день. С вами Эдуард Маркин и Владимир Сидоренков. Здравствуйте, Владимир. Добрый. Мы с вами все на очередной встрече. Я рад приветствовать вас на нашем канале YouTube. Я сооснователь компании ADEMS, Владимир, преподаватель Международной академии заточки ADEMS. Итак, что же мы сегодня будем делать, Владимир? Мы сегодня покажем заточку парикмахерских ножниц. Я подобрал ножницы, на которых угол заострения конвекс. То есть мы сделаем заточку этих ножниц и, соответственно, покажем филировочные ножницы. Отлично. Итак, сегодня вы получите ответы на вопросы. Вы можете задавать вопросы в прямом эфире именно по заточке парикмахерских ножниц. Я покажу, как они выглядят. Они бывают различные. Кто не знал и не видит, вот так вот выглядят парикмахерские ножницы. Именно их мы будем затачивать сегодня на вебинаре. И вы получите ответы на свои вопросы. Получите, возможно, решение, которое вы не знали, как затачивать ножницы именно на оборудовании компании ADEMS. Итак, те, кто пришел на вебинар, они молодцы. Они сегодня узнают больше, чем знают другие люди. И, соответственно, у них будет преимущество, если они хотят посвятить себя профессиональному освоению заточки инструмента, то они на правильном канале. Итак, еще раз всем привет. Так, сейчас расскажу еще такой момент. Сразу о компании. Компания была создана в 2010 году. Вот. За все это время мы проектируем, создаем и реализуем в более 40 странах мира станки под брендом ADEMS. Вот такие станки и многие другие вы уже видели. Далее, мы оказываем обучение на станках ADEMS, заточки парикмахерского маникюрного инструмента. Таким образом, вы можете освоить новую профессию, а с этого года мы выдаем после обучения диплом именно по освоению профессии. Вам присваивается после обучения квалифицированный, дипломированный заточник. Ну и в зависимости от ваших навыков разрядность присваивается. Все это диплом государственного образца, и вы можете стать, у вас это конкурентное преимущество перед другими людьми, когда вы покажете свой диплом, допустим, какому-то проверяющему органу. Такое тоже может быть. Итак, ну и далее мы... Да. Наверное, у участников возникнут вопросы. Мы прошли обучение годом ранее или 2 года позже. Так. Вот, и тоже захотят получить дипломы государственного образца, но, наверное, мы предложим им все желающие пройти повышение квалификации. Все желающие получить именно профессию заточник. А вы знаете, вот ситуация такая бывает, когда вот был рынок строительный, да, и всех обязали вступать в СРО, да, СРО. Вот, и там необходимы лицензии, сертификаты, все остальное. Сейчас идут законопроекты, при которых все области оказания услуг будут объединяться в определенные, так скажем, сообщества. И там уже нужно будет подтверждать свою квалификацию для своей деятельности, например, дипломом заточника. Этот диплом вы можете получить у нас после обучения. Такого в России никто не дает, то есть это ваш задел и вклад в ваше будущее. Так, что еще? Ну и большой тоже пласт, которым мы занимаемся в компании ADEMS, это именно создание бизнеса, создание сообщества профессиональных заточников. Вы можете обратиться в нашу компанию, мы вам предоставим услуги помощь по открытию бизнеса. Не только продать оборудование и обучиться, но и как запустить бизнес, где найти клиентов, как оформить социальные сети, то есть некий маркетинг. Ну что, для того, чтобы вам было интересно, я прошу показать нашу новинку. Итак, смотрите. Летнюю новинку. Летнюю новинку, да, в горячую пору. Участник прошлого вебинара, господин Карандашов, ответив правильно на вопросы, которые я ему задал, я обещал подарок. Итак, вот этот мангал замечательный от компании ADEMS отправляется ему в город Челябинск. Далее, сегодня, если вы хотите получить точно такой же мангал и получить полезную информацию по поводу заточки парикмахерского инструмента, то вам нужно досмотреть этот вебинар до конца. И в конце вебинара мы его разыграем в прямом эфире сегодня, а не когда-то там потом. Итак, кому интересно,
Как мы его разыграем, я вам расскажу уже более подробно в конце вебинара. Ну что, еще раз напомню, мы здесь собрались для того, чтобы сегодня показать, как затачиваем парикмахерские ножницы. Парикмахерские ножницы именно на станках ADEMS. Ну что, а зачем, Владимир, зачем вообще их затачивать, эти парикмахерские ножницы? Но ведь можно купить парикмахерские ножницы. Сейчас они недорогие, на Алиэкспрессе там, за 500-700 рублей. Прекрасные с внешнего вида ножницы. Многие парикмахеры, наверное, покупают. Объясню, конечно, допустим, берем любые ножницы, пускай даже с Алиэкспресс или вот именитый бренд под названием Кидаки. Такие ножницы, ну, конечно, Кидаки, они приходят с завода уже заточенные. Мастер-парикмахер может ими работать 1,5, 2, 3, а кто-то и по 5 лет. Но со временем, естественно, происходит выработка металла. Образовываются некие завалы, режущие кромки уходят в отрицательные углы, и, соответственно, происходит что? Правильно, они перестают резать. Естественно, встает вопрос: купить новые, пойти в ногу со временем, там, может быть, другие металлы или еще что-то. Но кому-то они настолько лежат в руке, она настолько к ним привыкла, что она их не хочет менять. Да. И, соответственно, наша компания, ваша компания и наша компания по производству оборудования, наша по обучению, да, то есть вот. То есть мы учим, как затачивать ножницы. И, соответственно, мы прививаем нашим мастерам, ну именно парикмахерам, культуру того, что это можно затачивать, нужно затачивать. И этим потом также можно годами после нашей заточки работать. Соответственно, человек приходит, получает у нас консультацию, не всегда, скажу сразу, не всегда, прям вот так вот с первого раза или там дверь с ноги мы открываем в парикмахерскую и ага, давайте нам, да, ножницы. Ну, по рекомендациям, либо по тому, что человек приходит, мы его консультируем, и он нам оставляет ножницы. Мы их затачиваем, люди довольны, они говорят своим коллегам, да, своим мастерам, которых, ну, парикмахеры тоже друг друга обучают, да, как бы своему искусству. И они говорят, что вот там есть мастерская, и можно затачивать инструмент. И это недорого. Есть такой миф, что ножницы качественные, хорошие, они самозатачивающиеся. И их не надо затачивать. Многие парикмахеры так думают. Это правда? Самозатачивающие ножницы, возможно, они существуют где-то, но я их никогда... Параллельной вселенной? Да, я их Мы их никогда не видели. Мы их никогда не видели, они где-то вокруг летают. Да, и бытует, конечно, такое мнение, что они существуют, но на самом деле поймите, что любой металл, который трется друг об друга, со временем происходит закругление, выработка, да, завальцовка, то есть и, соответственно, режущие кромки перестают быть рабочими. То есть самозаточиться друг об друга они не могут. Итак, получается, что мастера, пользуясь инструментом, у них выбор там 10-15 лет назад был один. Только купить новые ножницы, на чем, ну, вот, так скажем, и поднялась во многом индустрия производства ножниц. Специалистов можно, да, по всему миру посчитать, ну, на пальцах наших двух рук по всему миру, кто реально очень хорошо умеет и качественно затачивать. И мы очень рады, что у этих специалистов в основном у 80% и есть станки, вот этот станок ADEMS Full Drive для заточки парикмахерских именно инструментов. Итак, ну, мы можем сказать, что вот заточка парикмахерских ножниц, она, ну, в принципе, требует большой усидчивости, больших знаний, умений, но затачивать их можно научиться у нас, либо у кого-то, но это делать нужно. Нужно понимать, как это затачивать. Как затачивать и что с этим делать. Сегодня ограниченное время, конечно, ограничено, и мы все тонкости, мы если на обучение рассказываем минимум там 5 дней, как затачивать инструмент, то сегодня за час-полтора мы расскажем основы, не углубляясь сильно в технологию, вот, потому что, ну, во-первых, она у всех разная, и мы предлагаем свое видение того, как это можно сделать. Ну что? Перед тем, как начать заточку, я бы хотел, ну, скажем так, немножко пробежаться по доп. Приспособлениям, по доп. Да, ну, то есть круги что нам нужно для заточки, что нам нужно для заточки. То есть пока я сейчас это все говорю, нам наши помощники принесут контрольный брусок, который мы
да, не выложили. Вот, и, соответственно, да, на стол контрольный брусок, лекальная линейка. Вот, ну, как бы на самом деле она нам сейчас, вот прям в сию минуту она не нужна. То есть, что нам необходимо будет для того, чтобы мы начали заточку, опять же, да, профессиональных парикмахерских ножниц. То есть, например, если мы говорим о том, что мы делаем классический угол заострения, формируем, да, с помощью станка Full Drive, то мы используем абразив P320. Ну, то есть это начальный абразив, который мы используем. Если мы используем и формируем, допустим, угол заострения конвекс, и либо полуконвекс, то есть здесь кому как нравится, причем, ну, будем говорить, что разницы по формированию угла заострения такой как бы глобальной не будет. Понятно, что там могут сейчас люди придраться, там в комментариях что-то написать. Вот, мы можем начать с абразива P600. Вот. Но дальше у нас, естественно, вот такой вот еще список абразивов, и мы, ну, как бы продвигаясь там P800, P1000, P1200, P2000, P2500, 3, 5 и даже 7, да, то есть мы это используем для того, чтобы получить именно то качество заострения, ту качественную режущую кромку, которая будет отвечать даже вот самым-самым придирчивым мастерам. Ну, я имею в виду парикмахерам. Вот, поэтому вот такой вот перечень абразивов, который я сейчас держу, такой веер, да, в руках, то есть я их насчитываю порядка 7, это у нас вот с оксидом алюминия, и еще 4 это карбид кремния. Вот. Ну и, соответственно, мой такой вот лайфхак, я его покажу сразу в начале, вот, чтобы потом не так это чипрак, накатанный, соответственно, ну, наклеенный также на металлический круг, который мы, опять же, легко можем накидывать на магнит и делать, соответственно, полировку. То есть, почему чипрак? Потому что он очень жесткий, но он не такой, соответственно, жесткий, как металл. Ну, имеется в виду, что он настолько хорошо, вот реально настолько хорошо, я его протестировал уже как несколько недель, как вот произошло событие, да, там, да, приобретение данной продукции. Вот, в компании ADEMS она тоже уже появилась, она существует, да. То есть также можно это будет заказывать, потому что не просто так я как бы голословно говорю об этом. То есть он очень хорошо убирает заусенец. И при этом мы также на него, ну, не наносим алмазных паст или каких полировальных. Нет, ну, по желанию, естественно, это можно сделать. Вот я пока работаю без нее, и он меня более чем устраивает. Вот, это такой лайфхак. Мы его пока убираем, я его также в коробочке держу. Потому что мы говорили, что участники нашего вебинара, получая вот эту информацию, у них конкурентное преимущество выше, потому что вы можете пользоваться нашими наработками и совершенствоваться как мастер. Ну, мы стараемся всегда, вот я стараюсь к каждому вебинару, либо к каждой нашей встрече, то есть подготовиться так, чтобы было что-то полезного, чем люди не пользуются. Вот. Для того, чтобы затачивать те же самые филировочные ножницы, то есть многие, допустим, опять же спрашивают, каким образом можно делать затыловку. Ну, некоторые ученики у нас приезжают и что? Па-бам! Обычный керамический нож. Обрезанный, и вот этот вот кусок керамики, он нам позволяет, то есть он нам помогает формировать именно затыловку. То есть на полотне, у которого существует гребенка. Вот, ну, вот такая вот интересная штука. Кому интересно, пишите в комментариях, оставляйте заявки, телефоны, мы вам это все проконсультируем, расскажем, то есть насколько это удобно и полезно. Вот, это вот такие вот интересные вещи. Ну, естественно, сейчас вот наши помощники, видеооператор наведет вот сюда в уголочек. Здесь у нас подготовлены водные камни. То есть это у нас вот в воде сейчас 3000-ник лежит, на на подложечке лежит 1000-ник, вот я его периодически смачиваю. Обязательно лекальная линейка, вот она, да, то есть обязательно лекальная линейка, на ней мы проверяем, это обязательно зазор полотна перед началом формирования поверхности поддержки. Ну, в принципе, у меня все. Эдуард, если есть что-то добавить, вы можете это сказать, я, в принципе, готов уже приступить. Я добавлю акцент на то, что все это делается, большая часть работы по восстановлению и заточке парикмахерских ножниц на станке ADEMS Full Drive. Он разработан более 7
или 8 лет назад нашими конструкторами. Отзывы об этом станке мы собираем на протяжении всего этого времени, и мы их улучшаем, эти станки делаем лучше и лучше. То есть с помощью данного станка, профессионального станка для заточки парикмахерских ножниц, вы можете стать профессионалом более быстрее, чем нежели какими-то самодельными конструкциями или еще что-то. Не нужно изобретать велосипед, все уже разработано, все готово, покупайте. И этот станок, он очень многофункциональный. У него помимо установки кругов на 150 мм, можно устанавливать вот такую вот магнитную планшайбу для заточки грумерских ножниц. Грумерские ножницы, они, как правило, но не обязательно, они более длинные, 7, 8, 9 дюймов. 6 дюймов. Да, от более, 6 до 10 дюймов. Вот, и поэтому затачивать на 150 мм уже не получится, будет сложнее, поэтому мы разработали специально другой диск, сменно-металлический, так же, как и здесь, можете приклеить абразивы и пользоваться. Этот комплект доступен у нас по приобретению на сайте. Кто специализируется на грумеров, обязательно к Full Drive нужно покупать вот такую штуку, и ждет вас успех. Сосредоточьтесь на совершенствовании своего мастерства. Что из операций мы сегодня делать не будем, ввиду отсутствия времени. Мы сегодня не будем делать вышлифовку. В нашей компании разработано вот такое вот приспособление для станка ADEMS Pro 2. Вот ADEMS Pro 2. Устанавливается оно вот сюда, и с помощью специальных кругов полотна разбираются, и вот этот вот держатель позволяет производить хонингование внутренней поверхности ножниц, парикмахерских, грумерских, филировочных, каких угодно. Всех, причем даже и бытовых, и канцелярских, и даже хирургических по необходимости. Да. Также анонсируем, что у нас разрабатывается сейчас совместно с Алексеем Макаладзе еще один станок для вышлифовки. Прототипом является его станок, как принцип подачи данного. Мы объединили лучшие наработки двух станков и будем, соответственно, их реализовывать все в одном станке. В конструировании станков мы много понимаем, поэтому и в заточке много понимаем, но опыт разных людей, он будет объединен вот в этом станке. Я вас правильно понял, то есть у нас останется и это приспособление как дополнительная опция к станку ADEMS Pro 2, потому что уже многие люди их приобрели, я имею в виду данные станки, и это будет как отдельный станок, только для вышлифовки будет. Сейчас он разрабатывается нашей компанией. Этим летом мы его анонсируем, покажем. И, соответственно, сделаем обзор сделает обзор Алексей, и мы все это вам расскажем, покажем. Но заточка хонингования поверхности на станке ADEMS Pro 2 сделает также позволит вам сэкономить бюджет и сделать это не менее качественно. Далее, что мы сегодня еще не будем делать? Мы не будем наносить микронасечку на ножницы, ввиду отсутствия времени. Микронасечка используется на станке ADEMS Pro 2. Круг вот этот устанавливается сюда с помощью частотного преобразователя. Выбирается определенная скорость, и наносится микронасечка. Что такое микронасечка? Я думаю, что... давайте буквально минуту уделим, объясним людям, что такое микронасечка и для чего она нужна. Микронасечка наносится, как правило, на одно из полотен. Я вот просто уже вот эти подготовил, я, к сожалению, не смогу так вот сейчас прям показать, но я их чуть-чуть подраскрутил, да. Оно наносится на одно из полотен, причем здесь мы можем учитывать пожелания мастера, который работает, то есть мы, допустим, можем на подвижное полотно, да, которое у нас идет под большой палец, либо на, будем его называть, фиксированное полотно, которое под 4 пальца. То есть что нам дает эта микронасечка? То есть ее шаг идет 0,25 мм, мы это знаем, да, у нас это, на круге мы уже, знаем, через какой промежуток идет. И эта микронасечка после нанесения удерживает волосы на режущей кромке. То есть на одном из полотен оно удерживается, другим оно отрезается, срезается, да, извиняюсь, если я там, сказал неграмотно, вот, товарищи, да, вот, то есть и здесь мы уже, наша мастерская, когда мы делаем нанесение микронасечки, мы предлагаем мастеру на выбор, либо на обеих полотнах, да, либо на одном из каких
100. Вот. Но, как показала практика, то есть наносить микронасечку на подвижное полотно гораздо эффективнее, нежели чем на фиксированное. То есть, соответственно, грумерам это вообще крайне необходимо, потому как в основном все работы грумерами, ну их, да, стрижки, они собак происходят в основном прямым срезом. Соответственно, им необходимо для того, чтобы эти все срезы были четкими, красивыми и без сползания волоса по режущей кромке. Хорошо, спасибо, Владимир, за такой развернутый комментарий. Одна минута. Я бы так не смог. 1 минута. Чувствуется рука и слово профессионала. Ну что, перейдем к практике. Наши зрители уже заждались именно практической части. Да. Давайте начинать работать. Соответственно, я беру ну, вот такие вот ключики. Сегодня мы затачиваем ножницы кидаки. Вот. Какую характеристику мы можем им дать? Это для ну, то есть это с углом заострения конвекс. Вот я так сейчас аккуратненько сюда положу болтик. То есть это для скользящего среза. Также им можно делать и прямой срез, но потому как я вижу, что режущая кромка достаточно ровная, ну как бы по отношению к, ну, то есть у нее нет такой как бы глобальной дуги, то есть она не конкретно прям для слайсинга, да, но угол заострения здесь идет как бы тип конвекс. Вот. Соответственно, я здесь, ну, дабы нам, опять же, не тратить много времени, да, и не портить, ну, то есть иногда просто клиенты приходят и говорят, мне вот необходимо сохранить все вот эти вот надписи, допустим, да, там все звездочки, либо какие-то там цветочки, то есть мы из этого выходим сухими из воды, то есть мы наносим угол заострения полуконвекс. То есть, соответственно, я именно его и сегодня сделаю. То есть вот я разобрал ножницы, здесь винтовое соединение простое, без каких-либо там замков, ну я имею в виду таких щелчковых, да, моментов. Вот, я привык работать, естественно, в очках, причем даже неважно, то есть если сейчас я буду работать на водном камне и здесь не будет как таковой пыли, но уже практика показывает, что очки лучше применять. И оп, у меня еще есть, конечно же, респиратор в кармашке про запас, вот, но его я буду, естественно, использовать, когда уже буду работать непосредственно на самом станке. Вот, потому что я вас очень, прям вот я призываю, пользуйтесь респираторами, потому что техника безопасности, ваши легкие, это ваше дыхание, ну, здоровье. Да, это ваше здоровье. Вот, потому что, ну, наша профессия, это там, мы не приобрели ее на год, да, или на 2, или там на 5 лет, мы можем посвятить этому всю нашу жизнь и потом передавать, естественно, и нашим внукам, детям, правнукам, то есть как бы... Заточник вот. В 4-м поколении, в 3-м, во 2-м и так далее, мастерство. Ну что ж, да. С чего начнем? Я разобрал ножницы, то есть для того, чтобы нам проверить зазор, мы будем использовать лекальную линейку. Вот, ну, опять же, многие, ну, я сейчас буду показывать, каким образом я проверяю. То есть вот в данный момент у меня режущая кромка находится на, как бы, ну, глядя на оператора. И причем, вот что самое интересное, мне так удобно. Вот, просто многие это делают именно вот с этой стороны и смотрят именно на режущую кромку, то есть она смотрит на них. Но с наличника зачастую попадает очень сильный отблеск, ну, то есть от любых как бы, да, световых лучей, которые попадают, там, дневной свет или неважно. И иногда теряется вот этот вот, ну, сам зазор. Поэтому я привык именно работать с правой руки, когда у меня, то есть, ну, сам шарнир находится вот справа от лекальной линейки. Да простит меня некоторые классы сообщества заточников, да, которые делают по-другому. Да простит меня. Вот, то есть я сейчас проверяю зазор. Он достаточно корректный, ну где-то вот посередине есть небольшие просветы, то есть, соответственно, которые я устранил на водном камне. Вот, естественно, я проверяю обязательно второе полотно, то есть я также смотрю, то есть для чего мы проверяем, Эдуард, как вы думаете, для чего мы проверяем зазор? Ну, так вот, для интереса. У меня очень много вариантов, да? но думаю, что для экономии времени вы скажете сразу правильно. Зазор мы проверяем для того, чтобы он вообще в принципе был. Это самый правильный ответ. Вот. И если у нас зазор нарушен, а именно у нас существуют перехваты ближе к вершине, то нам нужно осуществлять рихтовку.
но либо какие-то манипуляции для того, чтобы этот зазор вернуть и сделать его качественным. Вот. Мы сегодня рихтовку также показывать не будем, потому что это достаточно тоже много заберет у нас времени, но сейчас вот я это проверил. Далее, то есть что я делаю далее? Теперь я перехожу непосредственно к водному камню. То есть у нас сейчас оператор покажет поближе. Вот, то есть наношу воду и вот таким вот образом, занося полотно, то есть вот таким вот образом, то есть опять же надавливая на место шарнира, то есть я начинаю делать движение. То есть у меня немножко сейчас такой вот коллапс, ничего страшного, ага, вот он зафиксировался. То есть, соответственно, я начинаю делать движение. То есть продавливаю таким образом, чтобы у меня исчез вот этот вот зазор, который я проверял на лекальной линейке. Вот. Также я подготовил одноразовые такие вот сухие салфеточки под названием туалетная бумага. Это очень удобно и очень интересно. Вот. Сейчас, естественно, я не буду вам показывать макросъемку, просто поверьте мне на слово, то есть то, что у меня сейчас происходит такой грубый предварительный съем металла для того, чтобы мне обновить и убрать все перехваты и просветы. Вот. То есть одно полотно у меня уже готово, причем камень тысячник, с него я начинаю. Также вы можете обращаться в компанию ADEMS, то есть здесь у нас, Эдуард не даст мне соврать, у нас есть все гритности, да, то есть 1000, 3, 5, 6, то есть на всех, для всех работ. Вот. Когда вы приезжаете к нам в мастерскую, в Академию заточки, естественно, мы это все показываем, рассказываем, объясняем все нюансы, которые могут возникнуть в работе. И, соответственно, также вы, естественно, проходите всю вот эту практику, то есть которую я вам сейчас, будем говорить все-таки поверхностно, да, Эдуард, то есть у нас сегодня нет задачи. Сегодня базовая да, то есть базовая заточка, то есть, вообще, чего нужно ждать, что нужно ждать заточнику, то есть, когда он начинает делать, то есть, естественно, здесь глянцевой поверхности в принципе не может существовать, да, потому что тысячник, это тысячник, да. Грит. Вот, но когда я это все обновил, теперь я перемещаюсь к станку непосредственно к full драйву. То есть я вот здесь вот сейчас кладу полотна, вот эти вот филировочные ножницы я пока уберу в сторону. Да, Эдуард, вы проанонсировали нашу новинку. Так, у нас на сегодняшний день поступил в продажу опцион усовершенствованный зажим и вот эти вот 3 кольца. Любой желающий, имеющий full drive, либо покупающий новый, может получить данные изделия, приобрести его и получить, соответственно, усовершенствованный держатель для более качественной работы. Вот. Чем он отличается от стандартного? У него здесь 2 держателя под левшу и правшу. Соответственно, ручка здесь с нанесенной специальной насечкой для более удобного удержания. Ну и прорезь под то, чтобы ножницы заходили, ну и отсутствовал проворот. Вот. Ну и главное, почему здесь такой держатель. Не только потому, что их здесь 2 для правых и для левых ножниц, а потому что у нас плоскость заточки перенесена ближе к оси самой ручки манипулятора. Таким образом, во время заточки, вот я сейчас схематично покажу, когда вы затачиваете, еще раз повторюсь, та или другая технология я имеет могу право установить, показать, а вы просто прокомментируете. Да. И то есть получается, что у нас при старом держателе, не старом, а существующем держателе, у нас более расходится, да? Да, она чуть-чуть. Дуга более, да. Она вполне выполняет все свои функции, но она более расходится. Сейчас мы сделали таким образом, что у нас практически полотно не вот так вот ходит, а практически просто вокруг собственной оси. И, соответственно, это позволяет более качественно контролировать угол заточки, ну и вообще сам процесс заточки. То есть такой, скажем, лайфхак усовершенствования для профессионалов. Ну, опять же, кто ценит и понимает. Как бы это пришло сюда. Я сегодня первый раз на нем работаю, честно говоря.
Все в прямом эфире, все показываем. Да. Все рассказываем. Да. Да. Угу. Интересное кино. Сейчас я немножко потуплю. Вы уж простите Да. меня. Вот эти... Нет. Тоже, да? Его вообще Вы- правильно поставили? Вы держатель? Держатель. Да. Мне надо поставить угол 45 градусов. Угу. Хорошо. Угу. Сейчас вот этот у нас... Это у нас Это у нас сейчас сейчас нули. 0. Да, сейчас мы 0. Давайте исходить из этого. Ну и, соответственно, ориентируясь по шкале, вы уже выберете свой угол, тот, который вам нужен. То есть, если я их вот так вот устанавливаю, Да. то есть мне необходимо Да. вот. Мгм. Повернуть, допустим, сколько там Всё. сейчас? 45 градусов. Все, я это сделал. Но мне удобно так. Опять же, да простит меня производитель и конструктор этого всего мероприятия. Но в данном случае я сейчас установил угол заострения 45 градусов. Ну, можно об этом, да, говорить? Я думаю, можно. Ничего страшного в этом Секретов этого да, нет. не произойдет. Итак, Вот. То есть перед тем, как мы начинаем заточку, ну я имею в виду начинаю заточку, Эдуард там может быть, как говорится, он на расстоянии не попадания ему пыли в органы дыхания, я все-таки его одену. Вот, ну как бы мне удобно, опять же, с левой руки, кому-то удобно с правой руки, то есть вот таким вот образом. Это предпочтение любого и каждого. Вот. Обязательно обращаю ваше внимание на то, что вращение должно быть сделано по часовой. Вот, от режущей кромки. То есть, опять же, почему мы делаем от режущей кромки? Потому что, чтобы нам не порвать абразив. То есть, соответственно, мы сейчас заносим... мы какой абразив используем? Сейчас я поставил 600. Почему? Ну, потому что я понимаю то, что сейчас я быстро выйду на режущую кромку. И дабы мне не тратить много времени и не снимать огромное количество металла, то есть вот сейчас буквально я выходит заусенец, да, на режущую кромку, и, соответственно, так как я делаю движение полуконвекс, то есть у меня разбег идет небольшой, чтобы не нарушить вот эту всю красоту, которая сделана заводом-производителем. Но если вы понимаете, что, например, вам временные рамки, да, по формированию угла заострения, вы торопитесь, потому что я вижу то, что там еще... Следующий какой круг? Нет, это не следующий, это я даже скажу предыдущий, потому что вот на этом полотне, если вы вспомните, Эдуард, мы на выставке там 2,5 года назад мы делали микронасечку, поэтому здесь угол достаточно тупой, и поэтому я сейчас, получая угол 45 градусов, буду это очень долго делать. Поэтому я взял P320. Все-таки такой, достаточно грубый, но без этого, к сожалению, То есть не мы обойтись. сейчас снимаем микронасечку и Да, формируем режущую кромку, Да, делаем ее новой. Я ее убрал. Сейчас, опять же, я вернусь к абразиву P600. То есть разбег, опять же, с 320 на 600, кто-то может там и 400, и 500 использовать. То есть, опять же, они у нас есть. Но мы будем, экономя наше время, все-таки будем делать на P600. Вот. Если у нас ножницы длинные, то есть мы немножко смещаем манипулятор. И, соответственно, у нас сейчас идет вращение от режущей кромки, поэтому все мы делаем отлично. Вот. Также не забываем о том, что так как здесь делается регулировка оборотов. Какую скорость мы устанавливали? Я сейчас использовал скорость 850 оборотов. То есть мне на ней достаточно комфортно работать. Поэтому... То есть здесь существует некое правило, при котором, когда снимается большой объем металла на грубом абразиве, высоких скоростей не нужно давать. Даются небольшие скорости, 800, 1000, может быть, оборот, 1200, для снятия именно металла на грубом абразиве. Когда мы уже приводим лоск и уходим на более высокий абразив, там нужна более высокая скорость. Тем и ценен станок Adams Full Drive, что он может работать на скоростях от 0 до 3000 оборотов. На нуле нельзя работать, но тем не менее регулировка происходит.
оптимально То есть на уже более мелких абразивах, а именно все, что после 320, в принципе, долго работать не надо. То есть наша задача именно убрать ту грубую риску, да, которая у нас получается с предыдущим абразивом, и получить более мелкую риску, то есть, соответственно, которая сделана. Не попал. Так, мы меняем абразив. Да. Абразив устанавливается на вот такие вот стальные металлические диски. Сюда с помощью аэрозольного клея, мы это сейчас не будем показывать, с помощью аэрозольного клея обезжиривается, наносится аэрозольный клей, и сюда наклеивается абразивная бумага различной зернистости. То есть в ассортименте у заточника в его мастерской должно быть много вот таких вот металлических дисков, чтобы вы под разные виды ножниц, разные задачи просто снимали со стены вот такой абразив, ну и соответственно различные, ну и работали. Абразивы, желательно рекомендация абразивы, то есть когда вы работаете в одном пространстве, абразивы нужно, за ними нужно ухаживать. В каком плане? Не допускать перемешивания и попадания частиц более грубого абразива на более мелкий. Вот, поэтому абразив, который нужен вам, так скажем, более полировки относится, чтобы не нанести дополнительные риски, должен быть защищен. Например, полировальный материал, либо еще какой материал, нужно убирать в отдельные баночки. Вот. Так, если вы можете задавать вопросы, да, сюда можно будет задавать вопросы, мы будем на них отвечать по мере поступления. Смотрите, если вопрос будет звучать по тому, что мы в будущем раскроем сегодня, то на эти вопросы вы услышите ответы впереди. Если чего-то нет, тогда будем отдельно на них отвлекаться. Так, еще раз повторюсь, когда мы работаем на более грубом абразиве 320-600, обороты низкие, 800 до 1500, если мы работаем на 2,5, там 3000 или там 2000, то здесь уже скорость у нас должна быть больше. Итак, сейчас у нас абразив какой? Я уже дошел до абразива P2000, то есть это мой, ну скажем Сколько так, переходов сделаем мы с этим полотном? Цикл, ну я делаю 7 переходов от абразива, ну в данном случае было от 320 до 2000. То есть я здесь с ним уже закончил. И, соответственно, Итак, вот посмотрите, вот это все количество абразива использовалось для заточки одного полотна ножниц. Да. 7 перед тем, образцов. как, допустим, уходить на водный камень и там устранить как бы заусенец, я, в принципе, грубый заусенец, ну, который у меня появился, я его могу убрать аккуратно пальцами. Но, опять же, это не советую в плане того, что это не совсем безопасно, поэтому лучше это все сделать на водном камне. То есть это у меня полотно готово. То есть сейчас ту же самую операцию я произведу с вторым полотном. Вот, то есть я, естественно, перекидываю это быстро в той же последовательности в обратку. Вот, ну, понятно, что станок с магнитом достаточно удобно устанавливать, достаточно удобно менять абразивы. Вот, то есть обороты у меня все те же. Вот. Также аккуратненько я делаю полуконвекс. Вот это вот грубая такая вот это вот, да, момент удара. Это в нижней части режущей кромки происходит удар об круг. Ну, ничего страшного. Это не об металл, это просто немножко, ну, как сказать, есть эллипсность самого абразива. Вот, за этим можно следить, ну, в плане того, что обрабатывать либо, как он у нас называется, либо надфилем, ну, либо каким-то напильничком, либо... Не сел. Сел. Не сел. Вот, честно говоря, я привез свои круги, они не все, к сожалению, извиняюсь, конечно, подходят под вот это посадочное место. Вот, я сейчас не буду их, ну что, мне придется их ловить. Вот, поймал. Вот, ну, у меня уже такой... Вроде бы. Итак, мы используем увеличение зернистости с более грубого на более высокий. Да. По оборотам, как говорим, обороты используются. Ну, пока я использую... Скажите, Владимир, вот да. пока вы затачиваете, ответ такой. Вопрос? Можно ли
прописать универсальную инструкцию по оборотам и дать ученику. Сказать, что вот для таких такие обороты, для таких такие-то, или это все-таки некое умение, мастерство мастера, который должен уметь определять тип металла и, соответственно, подбирать под него обороты и абразив. Ну, любая инструкция, это же наши с вами рекомендации, соответственно, мы это рекомендуем, и человек вправе это выполнить, либо нет. Но, как правило, то, что человек придумывает сам, он обжигается. Ну, в будущем, да, то есть, если мы, допустим, воткнем здесь очень большие обороты, ну, там 2-3 тысячи, и если человек, у него там, ну, скажем так, еще не присутствует там той же самой чувствительности в руках, то он может просто перегреть полотно, и произойдет, ну, как бы у нас то, что мы проверяли на лекальной линейке, зазор просто исчезнет, а может даже и появиться перехват. То есть, соответственно, те обороты, которые мы рекомендуем, мы все-таки стараемся, ну, чтобы наши ученики выполняли наши рекомендации. Вот. Хорошо. В процессе работы на абразивных кругах скапливается грязь, остатки стружки, вкрапления металла. Как нужно ухаживать за этим абразивом? Я беру ватный диск, обычный ацетон, то есть так как вот это вот подложки... Нерастворимая, да? Да, она нерастворимая, это не бумага, и, ну, даже если это и была бы водостойкая бумага, то есть я с помощью ацетона устраняю, собственно, все вот эти вот нежелательные вкрапления. Протирается абразивная бумага, протирается сейчас, грязь. Да, если вот так вот пальцем провести, то, конечно же, эта грязь остается. Но на самом деле ацетоном это все достаточно быстро убирается. То есть у меня второе полотно готово. То есть вот он нанесен именно полуконвекс. То есть я также, ну, опять же, убираю пальцем грубый заусенец, потому что я понимаю, что сейчас, занеся на водный камень, произойдет его, ну, он может остаться. Вот. Он мне сейчас, ну, именно вот абразив, точнее водный камень, уже тысячник не нужен. То есть сейчас я достаю водный камень 3000 грит. Вот сейчас будет с него немножко литься вода. Я постараюсь, Эдуард, у меня к вам просьба. Я сейчас буду вот работать, просто подержите вот так руку, полотенце. Да. То есть также, ну, как правило, я начинаю именно сверху, то есть закладываю полотно, и первая протяжка после формирования уже угла заострения я делаю на себя, то есть чтобы у меня заусенец, естественно, вылез, как бы, да. Потом я дальше добавляю третий палец, ну, то есть делаю такой вот прогон именно уже на абразиве P, ну, на 3000 грит. То есть ребята зададут вопрос, конечный ли будет это водный камень. Ну, в данном случае сегодня да. Почему? Потому что, ну, мне просто бы сейчас не хотелось вот распыляться на количество водных камней. Хотя, как показывает практика, то есть, ну, будем говорить, это наши рекомендации, опять же, как вот мы уже сегодня говорили об этом, да. Вот, рекомендации заключаются в том, чтобы в арсенале молодого, ну, начинающего заточника был абразив P1000 и P3, ну, гритность, да? В идеале это 1000, 3 и 5000. И 5, да. Три камня, базовых камней, которые нужны любому заточнику для перекрытия большего количества инструмента, который будет присутствовать в его мастерской. Однозначно, вот. Но просто когда нам задают вопросы, а нам, естественно, их задают эти вопросы, как нам сэкономить бюджет, с чего начать, ну, как говорится, мы же все-таки нормальные, разумные люди, которые предлагаем, да, там, может быть, именно то, что необходимо в первую очередь, то есть это 1000 Итак, и 3. Эти уже полотна готовы у нас? Нет, я сейчас, дошел. Я хотел тогда показать некий промежуточный результат, если у нас получится. Вот, значит, видно ли хорошо? Вот внутренняя поверхность поддержки. Вот такая вот получилась. Я поиграю, не знаю, видно это или нет. Ну и, соответственно, покажем поверхность наружную, где мы сделали полуконвекс. Да, полуконвекс. Ну, здесь у нас получилась такая видимая все-таки фаска, которую мы сейчас постараемся, ну, совсем, скажем так, убрать. Да, видимая фаска, то есть вот она. Как бы мы сейчас постараемся убрать абразивами меньшей гритности. Вот. Но я бы хотел также прокомментировать, то есть, что у нас происходит. Со временем, когда мы затачиваем ножницы,
поверхность поддержки, хотим мы этого или нет, она постоянно расширяется. И как раз вот здесь вот нам необходима вот эта дополнительная здесь, функция. я так понимаю, этого не нужно. Да, сейчас, как бы по моему визуальному восприятию, то есть у нас, по крайней мере, менее 0,6 миллиметров, может быть 0,5 вот миллиметров. То есть я не меряю линейку, то есть это допустимая норма, то есть 0,5-0,6 миллиметра. То есть все, что больше 0,5, там уже приближает, даже допустимое, пускай даже, как бы не будем уж совсем вгонять, как говорится, в рамки, да, то есть до миллиметра это еще допустимо. Все, что выше миллиметра, это однозначно нужна уже вышлифовка, потому что при широкой поверхности поддержки будет происходить большое трение, да, и значит мастер уже не будет кайфовать от своей работы, в плане того, что ножницы будут Итак, что мы дальше делаем? Работать. Мы переходим к полировке. Да, мы сейчас устанавливаем уже абразивы меньшей гритности, то есть это уже абразив P3000. Нет, извиняюсь, у меня есть P2500, то есть как обычно. Здесь вот я проковырял отверстие. Проковырял. То есть также обращу ваше внимание, вот эти круги, они наклеены на подложку. В качестве подложки я использовал опять же вот такой вот не замш, а именно нубук. Да, то есть я сначала наклеил его, и потом сверху уже наклеил именно абразивную бумагу. Да, абразивную бумагу. Да. Для чего я это сделал? Для того, чтобы у меня не было лязгания, вот как металл об металл. Потому что на вот этих вот абразивах, которые у нас оксид алюминия, то есть здесь есть тряпочная подложка. То есть на более мелком уже абразиве его не существует. Это просто абразивная бумага. И, соответственно, мы для того, чтобы вот избежать вот этих вот, некачественно, точнее, нашего удобства. И, во-первых, при таком именно наклеивании этой бумаги на нубук происходит прям такая красивая затыловка. То есть мы практически сами себе облегчаем жизнь при формировании, то есть именно при работе Итак, мы сейчас продолжаем уже полировать парикмахерские ножницы, полировать поверхность. Да, я убавляю обороты наоборот, я не увеличиваю, а я убавляю на 650. Но опять же, мне так комфортно. Вот. Кто-то, вот как сегодня, ранее Эдуард сказал, делает наоборот, увеличивает обороты. Я вот для того, чтобы мне проработать именно полностью, то есть я делаю вот такую вот 2500, хоба, убираю 3, здесь у меня такой крестик отрисован, немножко. Тоже лайфхак. Да. То есть точно в цель. Чуть-чуть, да, отверстие больше. Центровочное отверстие на диске и на магнитном диске позволяет устанавливать очень точно диск на магнит во избежание эксцентрика. Таким образом, у вас краешек диска всегда работает ровно и не портит. Это был абразив P5000. Здесь опять же каждый может, сказать себе, что я могу сделать остановку и на этом абразиве, так как я сегодня привез все наши рабочие абразивы гритности, да, то есть, соответственно, мы закончим на 7. Причем хочу обратить внимание, что после 7000-го ножницы для именно вот того, что мы с ними сейчас делаем, для конвекса, да, то есть они начинают просто работать, феерично. Вот, походу круг не сел мой, но ничего страшного. Как говорится, при нашем опыте и мастерстве мы можем работать с закрытыми глазами. Вот, да, немножко не сел. Вот, то есть я сейчас сделал... здесь попала соринка. Да? Что да. То есть нужно следить при установке на этот магнит, чтобы между магнитом и диском ничего не было, иначе появляется дисбаланс. Да, отлично. Вот, сейчас я также быстро перекидываю все круги, которые у нас на второе полотно. Да, то есть сразу делаем второе полотно, потом мы уйдем, опять вернемся на водный камень. Вот. Прям буквально вот движение.
также 3. Абразивы более высокого зерна, ну так не зерна, а более высокого значения, они позволяют уже не изменять форму режущей кромки, а они придают, убирают царапины от более грубого абразива, придают уже более красивую поверхность, и таким образом, передавая такой инструмент мастеру, вы, конечно, получите улыбку его и благодарность. Ну, здесь технологический, естественно, момент. Это, ну, как, допустим, ну, люди красят автомобили, да, они же не могут с 320-го абразива перепрыгнуть сразу на 2000. То есть они не уберут просто. Поступил вопрос, есть ли у нас станки с вытяжкой? Пока Владимир продолжает затачивать, я быстренько отвечу на этот вопрос. Таким образом, я прошу нашего оператора перейти немножко в более другой угол. И, соответственно, показать станок вот с этой части, и давайте я вам расскажу. Итак, в нашем станке предусмотрено местный сбор пыли в виде вот такого лайфхака. Вот эта резиновая заглушка, здесь отверстие металлическое. Вы можете использовать свой пылесос, который у вас есть, либо использовать пылесос, ну, приобрести его. Вы вырезаете сами здесь вот отверстие, таким образом вставляете сюда патрубок. Патрубок надежно держится вот в этом вот резиновом уплотнении. Таким образом, во время вращения частицы пыли, проходя мимо вот этого отверстия, они засасываются пылесосом. Это собирается местная пыль. Также у вас в мастерской образуется взвешенная пыль, которая поднимается, не улавливается станком, и таким образом ее также необходимо собирать. Как ее собирать? Нужна стационарная система вытяжки в мастерской, то есть именно та вот пыль, которая медленно вверх поднимается, ее нужно высасывать и применять, строить дополнительные такие монтажные конструкции делать, при которых пыль-то будет собираться. Вот. Также еще я видел лайфхак. Некоторые металлическую стружку, так скажем, собирают, устанавливают сюда вот дополнительные магниты по краям внутри кожуха. И когда диск вращается, металлическая стружка, соответственно, намагничивается вот на эти вот магниты, которые приклеиваются, примагничиваются вот сюда к этому кругу. Итак, вытяжка есть, пылесос ставите, работаете. Прошу прощения. Вот. Ну и, соответственно, далее. Я вас попрошу еще раз переходим мы на вторую сейчас, операцию. Да, вторая стадия, это у нас опять устранение более мелкого заусенца. То есть я остаюсь все так же на том же, на той же гритности, на 3000, на 3000. То есть, но здесь блеск просто фееричный, скажем так, да. То есть также я убираю вот эти все заусенцы, которые у нас остались после первого полотна. Вот таким вот образом. И далее, опять же, оп. Вот. И все. И теперь у нас идет теперь наш волшебный камень, круг. Желательно его не испачкать своими грязными руками. Поэтому перед тем, как его устанавливать, лучше вообще помыть руки. Вот, но я это сделал чуть позже потом, но тем не менее. Вот, ну то есть да, лучше его держать в чистоте, чтобы ни одна пылинка и соринка туда не попадала. Вот, теперь мы устанавливаем также полотно. Обороты я оставляю, ну чуть я сделаю, наверное, поменьше. Вот, и прям очень аккуратно касание. Ну, то есть это эффект заточки опасной бритвы. То есть когда мы делаем заточку опасной бритвы, да, мы же все равно делаем конечную финишную доводку на коже. Вот, то есть и желательно даже и также без нанесения каких-либо абразивов либо алмазных паст. Вот, то есть все, здесь я убрал заусенец. Сейчас устанавливаю второе полотно. То есть здесь нужно быть предельно аккуратным. Хоть это и кожа, не дай бог вы включите в противоход, в режущую кромку, это куда кожа, куда ножницы, куда кто. Вот. Но и начинаем все сначала. Да, надо быть, ну понятно, что как бы со временем мастера начинают работать на автомате, ну то есть уже практически не следят за техникой безопасности, но
все-таки я призываю в очередной раз вас быть крайне осторожными. То есть сейчас что я делаю? Сейчас я их собираю. Мы возьмем однослойную влажную салфеточку, смочим ее водой и, соответственно, проверим это все на срез. Ну, естественно, там могут сейчас в нашем эфире участники сказать, а где натуральные волосы. Ну, сейчас попросим наших менеджеров, благо женский коллектив, и постригем их быстренько под скользящий срез, ибо мы это тоже умеем, потому как мы профессиональные заточники. Вот. Ну, на самом деле, я сейчас вот прям вот так вот, пока поговорите с Эдуардом. Так, Владимир, а что вы сейчас делаете? Я сейчас пытаюсь это все затянуть, но это лучше делать не на весу. Я это делаю на столе. Но так как у меня сегодня стул не выдали. Вот. Так, какая должна быть сила зажима, какая должна быть сила затяжки для того, чтобы мастер не накачал большой палец? Не накачал большой палец, ну то есть вот в данном случае я перетянул, да, то есть мы видим, что полотно не падает, соответственно, мне нужно сейчас чуть-чуть, прям очень чуть-чуть вот прослабить, вот, переборщил, то есть, ну, этот процесс может занять. Еще смазка нужна. Да, дополнительно какое-то время, но то есть моя задача вот, то есть чтобы оно у меня падало и, соответственно, очень аккуратно оно закрывалось. То есть вот сейчас, ну вот оно, вот таким вот образом. То есть я легко сейчас его просто закрываю. То есть так как зазор правильный, так как заточка произошла максимально, ну как бы со всеми вот, ну я имею в виду с нашими мелкими абразивами. Вот, то есть сейчас мы... Сейчас чуть-чуть прям вот чувствую, немножко все-таки даже для меня, блин, на весу это, вот, отлично. Вот, теперь я беру, ну, либо попрошу Эдуарда вот так вот подержать салфеточку, ну, мне, чтобы мне один слой нужен. Да, вы можете вот так вот ее, вот, сейчас я аккуратненько взбрыздану это водой. Давайте вот так вот повернем и, естественно... Вот, ну, проверку как бы мы делаем, я обычно вот просто беру и не вставляю даже сюда вот в кольцо палец, то есть я просто делаю нажим, и, соответственно, моя задача просто убрать, чтобы вершина полотна, ну, если вдруг она дернула, то есть или вырвала кусок вот этого вот материала, то это говорит о том, что мы сделали что-то не так, либо у нас вершины просто по высоте не совпадают. То есть в данном случае, ну, то есть здесь вот можно бесконечно это резать, как говорится. И как видите, без заеданий. Без заеданий, без закусываний, вот. Ну, то есть слайсинг я, конечно, пошутил, что мы сейчас кого-то... Ножницы у нас готовы, правильно я понимаю? Готовы. Итак, можно будет показать готовый результат заточенных ножниц в прямом эфире. Вот, я прошу нашего оператора быть к нам ближе, вот, и, ну и показать, соответственно, результат заточки этих ножниц. Я бы хотел еще прокомментировать вот то, что сейчас Эдуард держит, все-таки, ну, в конце желательно, ну, как бы опять такое вот слово интересное, оно называется припасовка вершины, то есть желательно все-таки его делать. То есть каким образом оно делается? Я покажу сначала. Да, пожалуйста. Сейчас оператор настроит, ну и, соответственно, мы покажем, что у нас получилось с вами. Можно, да, провернуть, покачать. Да. Мы считаем, что данный результат более чем соответствует ожиданиям мастера. Ножницы работают очень мягко, закрываются, даже открываются. И открываются, и закрываются. Да, поверхность поддержки вот так выглядит, ну и, соответственно, наличник. Да. Итак, что еще можно сделать? То есть в конце, что-то можно? В конце, да, можно просто, я сейчас вот подойду к станку, здесь уберу, ну, чепрачок и, наверное, вот возьму абразив, но так как у нас вершина работает изумительно, но все равно я возьму вот абразив P2500 и вот таким вот движением, то есть, ну, назовем его маятником, да, вот таким вот движением, то есть я осуществляю, ну, такую вот припасовочку. То есть я это покачали, саму вершину,
Да, вот так вот ее чуть-чуть быстренько провернули, аккуратненько убрав заусенцы. Вот, у нас оператор подошел поближе, то есть, ну, вот таким вот движением. То есть я уже касаться сейчас не буду, ну, вот так вот, то есть, как бы это торцевое, ну, вот так вот, как бы, да, то есть, чтобы было понятно. Ну, имеется в виду, что я держу ножницы торцом к себе. Вот, и делаю вот эту вот припасовку. То есть, когда я это все сделал, то есть я также беру, опять же, влажную салфетку, и мне обязательно нужно вот этот вот момент, ну, то есть осуществить проверку, то есть именно вот вершины, чтобы я вот таким вот образом это все делаю. То есть никаких зацепов, никаких грубых именно зацепов, вырываний вот этой вот влажной туалетной бумаги у нас не происходит. То есть это у нас готово. У нас поступил вопрос. Владимиру. Вы можете... Виктор, поверхность водного камня плоская. Да, в данном случае это поверхность водного камня плоская. Вот. Также у нас существует приспособление, Эдуард, вот вы можете его продемонстрировать, показать, ну, рассказать про него. Что оно из себя представляет? То есть это алюминиевый брусок. Да, в ассортименте нашей компании здесь вот такая вот такой алюминиевый брусок, он изготовлен по технологии, когда поверхность у нас здесь не плоская, она у нас идет, здесь есть она вогнутая. То есть я вот так вот, допустим, если положу лекальную линейку и положу ее, ну, то есть от края до края, то есть у нас на центре вот здесь, да, будет небольшое вот углубление. То есть оно выглядит, подержите, Эдуард, в готовом виде оно выглядит вот так. Но это я свое привез. То есть здесь наклеен абразив P600, можно клеить P800. Мы берем водный камень. Водный камень, ну, как правило, я... Прикольно, водный камень на меня немножко Вот, я его накладываю сюда. Возьму лучше тысячник. На нем воды будет поменьше. Вот, я его вот сюда накладываю, то есть, ну, как правило, если оно у меня лежит на столе, я вот так вот кладу два пальца и движениями, вот, ну, упираясь, да, в подушечки пальцев, то есть движениями вот такими вот, я формирую именно вот эту вот выпуклость на именно водном камне. Здесь у нас получается вогнутость. То есть, опять же, нас спрашивали, для чего мы это сделали и почему именно так. Потому что, когда мы кладем любое из полотен для формирования поверхности поддержки, то есть мы можем воздействовать, работать участками. Да? То есть мы можем сделать, допустим, поверхность поддержки в районе шарнира до середины полотна, и потом, изменив траекторию, мы можем сделать уже по всей длине. Также это брусок очень удобен для тех, у кого есть приспособление для ханингования. То есть когда мы делаем вот именно ханингование, чтобы у нас в дальнейшем поверхность поддержки не расползлась после того, как мы ее сделали, да, или нам принесли эти ножницы, то есть мы и движения вот такие вот, обратите внимание, они будут вот такие. То есть мы начинаем с отрыва носика от водного камня, потому что у нас будет выпуклость вот таким вот образом, и потом мы приходим к вершине полотна, и у нас поверхность поддержки всегда, ну, практически всегда она будет одной ширины. То есть это, кстати, это очень удобно. Вот, поэтому рекомендую. Брусок также есть у нас на сайте, можете его заказывать. Ну что, друзья, мы заточили с вами парикмахерские ножницы Кидаки. Вот, это не реклама, это просто то, что у нас здесь есть. Вот, хотя я считаю, что ножницы, ну, наверное, хорошие. Вот. Далее, напомню, благодаря чему и кому у нас все это получилось. Кстати, сколько стоит заточка вот подобная ножниц в твоей мастерской? В мастерской мы за эту работу берем 600 рублей. Итак, ну вот мы, не торопясь, буквально за 40 минут заточили и заработали 600 рублей. Ну, если бы я не бла-бла-бла, если бы мы сегодня проводим, да, именно мастер-класс, не торопясь показываем, станки, как видите, все это позволяет делаться очень быстро. Таким образом, вы можете в час, в зависимости от вашего мастерства и от износа ножниц, затачивать большее количество инструментов. Следующий момент. Итак, я объясню еще раз и расскажу, благодаря чему все это получилось.
Станок ADEMS Full Drive, на нем затачивается режущая кромка по наличнику. Значит, затачивается как классический угол, полуконвекс, конвекс. Можно затачивать на нем, в принципе, любые ножницы, не только парикмахерские, но и грумерские ножницы, вот, установив больший диаметр заточного круга. Филировочные ножницы также можно затачивать на этом станке. Итак, станок, внутренняя поверхность ножниц у нас доводилась на водных камнях. Водные камни нужны в ассортименте 1000, 3000, 5000. Но в зависимости от металла, возможно, их нужно больше. Есть и 8000, и 10 тысяч грит. Они разных производителей. В ассортименте нашей компании тоже скоро появятся тоже разные производители. Далее. Если вам необходимо, поверхность поддержки у нас расползается и более 1 мм, то необходимо использовать вышлифовку с помощью приспособления, которое устанавливается на станок ADEMS Pro 2. При покупке станка, при покупке вот этого приспособления идут, еще необходимо круги докупить и видео, которое мы сняли, и его автор Владимир Сидоренков, значит, 2-часовой обучающий курс, как делать хонинг по различных ножницах. У нас это идет вместе, да, то есть покупая вот это приспособление, получаете вы видео, оно идет в комплекте с этим приспособлением. Дальше. При необходимости, итак, мы с вами сделали, показали, на чем можно сделать хонингование. Дальше режущую кромку по наличнику, поверхность поддержки. Далее, если вам нужно нанести микронасечку, то используется вот такой вот круг. Вот такой вот круг, его можно заказать у нас, можете приобрести где-то отдельно. Устанавливается на станок ADEMS Pro 2 и наносится микронасечка. Далее, что нам нужно было еще? Ну и, конечно, абразивы. Абразивы, которые в широком ассортименте также представлены с различными переходами. В первом случае нам понадобилось 7 абразивов, чтобы заточить эти ножницы. И далее, после обработки на водных камнях, еще 4. Ну и пятый. Ну, пятый это уже позже, это уже полировка. Итак, вот все это. Итак, станок Full Drive выполняет практически... То есть у нас получилось, что когда человек приобретает станок Full Drive, в комплекте идет всего 5 кругов, но как бы компания ADEMS это делает в комплектации, в подарок, но она не знает, каким образом будет человек работать и использовать какие абразивы, потому как некоторые не проходят у нас обучение, вот, кто-то нас, возможно, даже и не слушает, вот, потому что все больше знают нас, но мы все-таки тоже, как говорится, не пальцем деланы. Вот. А мы все-таки рекомендуем дополнительно докупать металлические круги. Вот в нашем случае было их ровно 12. 12 это в комплекте идет 5. Для парикмахерских. Для базовой заточки это вполне достаточно. Но если вы более растете над собой, значит больше нужно. Итак, я еще раз быстренько расскажу по функционалу станка ADEMS Full Drive. То есть у него идет вращающаяся планшайба в обе стороны. Есть реверс, регулировка оборотов. Управляется с помощью частотного преобразователя. Особенность данного станка заключается в том, что привод устроен таким образом, что здесь установлена промежуточная опора. Таким образом, все биение от двигателя не передается на планшайбу. В заточке очень важно, чтобы вы работали, сосредоточившись на результате, а не на том, чтобы ловить, компенсировать так скажем, своими руками биение. Дальше. Для чего нужен манипулятор? Манипулятор, у него ограниченное число степеней свободы. Он устанавливает угол заточки, который при конвекционной заточке вы не можете завалить. То есть он упирается в определенное значение, 40 градусов, 28, я не знаю, там 38, кому как вот удобно. Ну и, соответственно, делая конвекс, завалить режущую кромку невозможно. Ну, возможно все в умелых руках, но конструкция манипулятора не позволяет этого. Таким образом, вы можете, затачивая на станке Full Drive, гарантировать повторение своего результата от раза к разу одному и тому же человеку, ну или разным людям. Качество у вас никогда не пострадает. И все это благодаря станку. Независимо от вашего настроения, независимо от вашего сердцебиения, самочувствия, понедельника или пятницы, вы всегда будете давать гарантированный стабильный результат. Это именно то, что ценится у мастеров. Невозможно, плохо, когда вам 2 раза хорошо заточили, вы приходите 3-й раз, и вам говорят, вам что-то не нравится. Так вот, с помощью станка этого сделать невозможно. Даже если у вас поднялось давление. Даже.
Мы основную часть всю провели. Я бы хотел заострить внимание прям буквально на 5-10 минут на филировочных ножницах, Да. и мы можем ответить на Да. наших участников на вопросы. И, собственно, дальше там у нас, вы говорили, какой-то есть микроподарок. Ну, я бы не сказал, что это микроподарок, он довольно-таки внушительный, он большой, он ценный. Я сейчас еще раз, пока Владимир готовится, я вам расскажу. Буквально через несколько минут мы разыграем всем, кто досмотрит до конца вебинар, разыграем в прямом эфире, через 5-10 минут разыграем вот такой вот замечательный мангал. Он разработан, конструкция разработана нашими конструкторами. Данная модель, она легко разбирается. Она, соответственно, не имеет никаких узлов крепления всего, состоит всего лишь из 5 частей. Вот, здесь металл 1 или, по-моему, 1 или 1,5 миллиметра. Имеется фирменный логотип. Далее окрашен данный мангал специальной огнеупорной краской, который довольно-таки длительное время сохранит внешний вид вашего мангала, ну и, соответственно, не будет выглядеть каким-то обгорелым или еще каким-то. Так, буквально через несколько минут я озвучу именно условия, как мы с вами разыграем этот мангал в прямом эфире. И сегодня кто-то из вас, кто смотрит сейчас, получит этот мангал совершенно бесплатно. Но нужно только ваша небольшая смекалка, везение, настрой на победу, ну и бесчисленное количество попыток, которые вы можете совершить для выигрывания этого мангала. Итак, ну что? Вот эти ножницы фирмы Jaguar, филировочные. Это те ножницы, которые, когда они попадают нам в мастерскую, мастера-заточники, как правило, плачут. Потому что компания Jaguar, мы ни в коем случае ее не принижаем, но она, ну, по моему мнению, делает такую одноразовую заточку и не делает акцент на вышлифовке, на ханинговании. Вот, и поэтому, вот, как правило, вот для таких ножниц, и в том числе для этих ножниц, мы разработали вот это приспособление для ханингования. Вот эти ножницы я ранее делал ханингование, то есть вот мы сейчас нашего оператора попробуем попросить, чтобы он показал. Я вот так вот поиграю светом, скажем так, да, бликами. Вот. Ну, в общем, для того, чтобы затачивать этот инструмент, а именно ножницы Jaguar, необходимо, как правило, менять полностью всю геометрию. А имеется в виду делать ханингование и даже отчасти необходимо делать рихтовку. Нам, кстати, один из участников задал вопрос и говорит: покажите нам рихтовку хотя бы в следующем вебинаре. Вот, ну, для этого мы очень постараемся притащить в каком-то следующем вебинаре, буквально там через один или через на следующем, мы покажем, сделаем упор именно на заточку грумерских ножниц. Да. Где и, наверное, покажем. Да. Ну, я постараюсь показать. Мне нужен будет там один из элементов. Ну, я думаю, что мы придумаем, как его сделать. Так, Владимир, что мы сейчас делаем? Я сейчас затачиваю филировочные ножницы с классическим углом заострения. Также я сейчас быстренько расквитаюсь вот с этим вот полотном. Гребенку я трогать не буду, ибо она, ну, по факту сделана, заточена. И, кстати, обновлена здесь микронасечка, то есть на нашем специально обученном круге. Вот. Но здесь я только покажу, как я делаю затыловку с помощью своего лайфхака, вот такого вот опиленного керамического ножа. То есть, ну, поехали. То есть это сейчас я прям буквально несколько секунд. То есть, да, я сейчас прибавляю, конечно же, обороты. То есть достигаю все так же. То есть получается, что несмотря на то, что компания Jaguar своей целью поставила сделать не затачиваемые ножницы, да, чтобы повысить свои продажи, сделать их с одноразовой, который будет хватать на 1 год, то благодаря мастерству, которое мы обладаем, которое вы обладаете, с помощью оборудования и расходных материалов мы можем воссоздать правильную заточку, ну и, соответственно, сделать ее так, чтобы эти ножницы прослужили дольше, нежели чем один раз до заточки, да, чтобы до следующей это. Поэтому, с помощью станка и технологий ничего не нужно бояться. Вы можете Jaguar смело принимать
в заточку, не переживая за результат и за качество. Да. И все это мы очень подробно разжевываем, рассказываем в нашей Международной академии заточки ADEMS. Ну, конечно, нюансов много. За час вы же понимаете, что... То есть мы сейчас делаем базу. Да, у меня вот небольшие проблемы. Встал. Слово какое прозвучало в эфире. Конечно же, приклеился. Вот он. Да, я сейчас немножко уже тороплюсь, потому что время уже перевалило за час, как мы вещаем. Вот. Понятно, что все участники наши готовы смотреть нас и 2-3 часа, но, честно говоря, наше время, оно немножко ограничено. Вот, поэтому сейчас вот я дошел до 2000-го абразива, прям убираю на 3000-нике грубый заусенец. Вот. Эдуард, мне нужна опять ваша помощь. Прям чуть-чуть, да. То есть вот я убираю заусенец. Причем у меня два основных, да, третий вспомогательный. То есть я продавливаю. Вот. Можно здесь, можно также одноразовый. Вот. Все блестит и сверкает. Дальше мы опять бежим на полировальнике. Ну, здесь я, наверное, закончу на трешечке. Ну, я имею в виду на абразиве P3000, то есть, чтобы, опять же, не задерживать. Но здесь, так как это ножницы Ягуары и это филировки, то абразива P3000 более чем будет вполне достаточно, да? Достаточно, конечно. Вот, то есть, прям буквально. Так, ну пока Владимир доводит, я отвечу быстренько на пару вопросов. Итак, вопрос касается заточки ножей парикмахерских машинок. У нас сейчас нету с собой здесь, мы целью такой не ставили, диск приложить. Итак, для того, чтобы заточить ножи парикмахерских машинок, необходим станок Full Drive, либо станок Front Plate. Если вам нужна вот такая мобильная версия и вам нужно заточить где-то на выезде, либо у вас ограничен бюджет, либо место, то можно заточить на станке ADEMS Full Drive. Для этого вы снимаете вот этот кожух, вы снимаете вот этот металлический диск, устанавливаете вот такой кожух, уже большего диаметра, и устанавливаете подобную вот этой вот алюминиевый диск на 220 мм. Соответственно, он отличается, он не гладкий, у него есть определенная поверхность, используется абразивный порошок. Но таким образом, меняя один исполнительный механизм на другой, вы можете заточить ножи парикмахерских машинок на станке ADEMS Full Drive с таким же успехом, как и на станке Front Plate. Почему мы сделали функционал и для этого станка, и для того? Еще раз повторюсь. Если вы ограничены в бюджете, если вы ограничены в месте, и если вы начинающий мастер и не знаете, как у вас пойдет, то сэкономив бюджет, вы получаете решение вопросов заточки всех парикмахерских инструментов. Однако нужно помнить о том, что вот эта вот переналадка постоянная, она вы теряете время, соответственно, вы снижаете объем и количество затачиваемого инструмента в единицу времени. И если вам нужно, вы достаточно раскрутились, чтобы принимать там по 10, по 20, по 30 ножниц, вот этот вот ножи и ножницы складывать на один станок, будет не совсем правильно. Поэтому для большого объема и для сосредотачивания на одном вопросе необходимо еще иметь станок ADEMS Front Plate. Сейчас он здесь не представлен, но на сайте нашей компании adems.ru вы можете это все дело посмотреть. Ах, как замечательно сформирована режущая кромка. То есть здесь вот я просто сейчас, Эдуард, вам показываю, здесь просто все блестит и сияет, что с задней поверхности, что по передней поверхности. Поверьте моим глазам, здесь очень все красиво. Владимиру я сейчас Кто не верит, может посмотреть в монитор и убедиться, что действительно это так. Да, вот я сейчас качаю, то есть чтобы был блик. Вот, сейчас вот я это вот показываю. Так, как маленький. Так, мы закончили с этим? Да, с этим я закончил. Ну, я имею в виду, вот, теперь я бы хотел
взять наши замечательные ножницы именно с гребенкой, то есть, ну и показать нашим участникам, то есть, каким образом я делаю затыловку. Я просто думаю, куда мне сейчас расположить полотно, чтобы оно у меня, его было видно. Вот, ну, наверное, вот сюда, вот, Владимир, попробуйте подойти так, чтобы нам было. Владимир — это наш оператор, поэтому не пугайтесь, я не сошел с ума. Вот, да. Вот таким вот образом. Ну, это я просто, опять же, показываю. Так, то есть что мы делаем и зачем? мы сейчас делаем затыловку вершин режущих кромок по задней поверхности для того, чтобы потом полотно сплошное, то есть именно режущая кромка, не воткнулась в зубе, в зубчике, то есть полотна с гребенкой. То есть, ну, опять же, еще раз повторюсь, это обычный керамический нож, цена вопроса 150 рублей. То есть я вот сюда вот кладу палец, кладу полностью на само полотно, чуть-чуть приподнимая и буквально вот таким вот образом делаю протяжку. Кто-то там сейчас закричит, какой он негодяй, что он делает и почему так именно вот грубо это все происходит. Но на самом деле, поверьте мне, ничего плохого я им не сделал, а только лишь улучшил это все состояние этих ножниц. Далее я, соответственно, устанавливаю шайбочку. Вот, и это все закручиваю. Вот, то есть после затыловки именно поверхности, то есть с гребенкой, но это именно будем говорить так в ускоренном процессе. Это можно также делать с помощью станка Full Drive, это можно делать с помощью там алмазных брусков. Ну, то есть кто на что горазд, но все понимают то, что эта затыловка, она должна быть. Ну, то есть вот сейчас я их собрал. Во-первых, они очень мягко смыкаются, то есть без лязганья. Вот. Ну и как бы опять же проверить мне не на чем. Эдуард, наверное, мне не разрешит проверить на своих волосах. Ну, я постараюсь. Ваши уже все проверенные. Не, ну, мне, если Владимир сейчас, да, приблизит, я вот прям возьму и вот здесь вот именно меня интересует всегда вот от середины до вершины. То есть я просто вот беру, ну, как бы зацепляю волосы и делаю срез. То есть вот я сделал срез, я их снял. Ну, то есть, опять же, ну, могу еще раз показать. То есть, если Владимир сейчас показывает, это будет вообще очень феерично. Вот, то есть, вот я делаю срез. Вот все волосы находятся срезанные на задней поверхности гребенки. Вот, то есть, я, соответственно, не сдернул. Вот, ну и у меня здесь, наверное, да, образовалась небольшая... Нет, ничего не образовалось, все хорошо. Это фигуровочные ножницы до головы не достали, поэтому ваша прическа в целости и сохранности. Вот. Но я их сделал, заточил, и вот это то, что мы хотели сегодня вам показать. То есть я надеюсь, наше сегодняшнее включение прямое было очень полезным для вас. Да. И теперь слово передаю Эдуарду. Итак, у нас вопросы, какие круги для хонинга нам нужны. Смотрите, господа, мы в ближайшее время подготовим вебинар, на котором очень подробно расскажем про хонингование парикмахерских ножниц. Следите за анонсами и, соответственно, что вы? Все отлично. Получается? Каждый зубчик прям. То есть получилась некая перфорация, если вот так видно, да, видите? Да. То, и самое, что добивались. интересно, да, видите, они да? прям. Да. Вот. Таким образом, следите за анонсами на наших средствах массовой информации, на сайте, на соцсетях. Мы вот на станке DEMS Pro 2 с помощью вот этого приспособления, благодаря Владимиру Сидоренкову, его участию, его рукам, мастерству, покажем, как же все-таки делать хонингование, на котором мы расскажем, как его делать, с какими кругами его делать и какая ценность вообще во всем этом вопросе. Поэтому следите, скоро все узнаете. Далее. Все, кто любители скидок на оборудование и все остальное, для вас приготовлено очень много предложений. Звоните в отдел продаж, телефон на нашем сайте, и менеджеры с удовольствием расскажут о всех выгодных, вкусных предложениях на оборудование и, соответственно, становлении вас мастерством, становление вас мастером заточки парикмахерского инструмента. Напомню, сегодня мы разобрали заточку парикмахерских ножниц на станках ADEMS.
Сегодня вы стали на шаг ближе к успешному заточнику, который будет радовать мастеров, парикмахеров этому своей профессии, своей вот этому мастерству, как сказать, вы будете радовать их с хорошо обслуженным инструментом, а они будут дарить радость вашим и своим клиентам, ну и, соответственно, все от этого будут только добрее, ну и богаче. Ну, я добавлю, что мы сегодня, по крайней мере, вам показали некий алгоритм, который необходимо делать для того, чтобы даже, ну, совершать, для того, чтобы заточить парикмахерские ножницы. Потому что если у вас или там вам кто-то объяснял и бытует мнение, что достаточно заточки только по передней поверхности, не используя водные камни, это неправильно. То есть, или кто-то, некоторые говорят, вообще нужно затачивать только на точилах, и вполне этого достаточно. Это неправильно. Это неправильно, да. Ну что, друзья мои. Итак, большое спасибо Владимиру. Итак, основную часть мы закончили, и особо усидчивые, кто досидел до конца, мы переходим к розыгрышу. Вот такого замечательного мангала, брендированного Adams. Итак, как же будет происходить вот этот розыгрыш? Все, кто сейчас нас смотрят, мы вот здесь вот в этом листочке, я положу его вот сюда, написали цифру от 1 до 100. Кто первый в комментариях сейчас в чате напишет двузначное число, которое будет написано на этом листочке, а наш это уже подсказка, что это двухзначное число. Я проговорился, соответственно, у вас уменьшилось. Наш помощник, как только она увидит число это на экране, соответственно, она нам скажет о том, что есть у нас победитель. Итак, у вас есть буквально 2 минуты для того, чтобы разыграть принять участие, поэтому оставляйте в чате, в комментариях цифру от 1 до 100, ну так скажем, уже от 10 до 99, которая отображена вот на этом листочке. Как только первый напишет правильную цифру, мы отдадим ему совершенно бесплатно вот этот вот мангал. Вам необходимо будет только связаться потом с нами, либо оставить свой телефон в чате, чтобы мы с вами созвонились, выяснили ваш адрес, куда доставить вот этот вот совершенно замечательный мангал. Итак, я прошу заметить, даже таких мангалов нет у компании Adams, что характерно. Это наша новинка. Это наша новинка, которая буквально недавно опробована. Получается прекрасное вкусное мясо, хотя сейчас очень сложно, так скажем, выходить в лес и все остальное делать. Мне подсказывают, что телефон нельзя в чате оставить, соответственно, значит, прошу вас связаться с менеджером, с нашими менеджерами, сказать, что вы такой-такой. Мы проверим, что это именно вы, ну и, соответственно, совершенно бесплатно передадим вот этот замечательный мангал. Я прошу еще раз подвинуть сюда. Если еще пока никто не написал правильную цифру, участники вебинара, ну и, соответственно, надеюсь, наши помощники помнят эту цифру, да, и, соответственно, не мучают зря. Соответственно, мангал состоит из 5 частей, вот так вот это дно снимается. Далее разбирается, вытаскивается одна часть, вот, ну и, соответственно, вытаскивается вторая часть. 2 боковинки, это все очень легко разобрать, собрать, мобильная. Итак, мне сказали, совершенно по секрету, что есть человек, который угадал цифру. Итак, угадали, да? Мы показываем, что все было честно и правильно. Мы показываем цифру, которую мы заранее нарисовали. Она была вот такой вот. Соответственно, счастливый обладатель под ником. Мы, соответственно, да, это Евгений. Я не вижу отсюда. Правильно я понимаю, да? Жиритиев, да? Если я неправильно назвал фамилию, и прошу прощения, вы выиграли вот этот мангал, вам нужно с нами связаться, позвонить в отдел продаж, ну и, соответственно, мы вам совершенно бесплатно отправим такой мангал вам. Итак, всем большое спасибо. Все, кто присутствовал, задавал вопросы, соответственно, ждем ваших комментариев к данному вебинару, ну и, соответственно, движемся дальше. Если вы хотите что-то дополнительно узнать из профессионализма, повысить свою квалификацию по заточке, прошу обращаться в Академию заточки, повысить свою квалификацию в городе Самаре с преподавателем Владимиром Сидоренко. Ну что, на этом все. Всего доброго.
До новых встреч. Пока. Всем пока.